Порошенко поступает нелогично, с одной стороны. Вот если смотреть, не понимая внутреннюю ситуацию, то что получается? Зеленский ввел санкции против Порошенко. Санкции — это внеконституционная расправа. То есть она грубо противоречит украинской конституции. Порошенко мало того, что политик, он в первую очередь гражданин Украины. И в Конституции нет такого наказания, как введение санкций. Больше того, они противоречат Конституции, потому что ввели санкции, обжаловать невозможно. А согласно Конституции российской, да, и украинской, и вообще практически во всех странах право человека на защиту. Ладно, там санкции против меня, я тоже гражданин России, гражданин Украины, но Порошенко находится внутри страны. Можно подумать, что Порошенко после этого должен был войти в клинч с Зеленским. Блокировалась трибуна, делались гневные заявления, но тем не менее Порошенко что заявляет? Заявляет о том, что надо сформировать правительство национального спасения, в котором будут представлены оппозиционные силы. Зачем тогда проводить выборы? Вот, пожалуйста, уже не один Зеленский управляет страной, он уже не узурпатор. Почему такое делает Порошенко? Потому что все время, как бы ни воевали, какая бы ситуация ни была, с представителями власти даже резко оппозиционные лидеры находятся на полном контакте и согласовывают свои шаги. Да, вы ввели против меня санкции, но смотрите, я вам помогаю. Сейчас Порошенко собрал всю свою фракцию, и даже Гончаренко, и всех, и сказал, мы не выступаем жестко против Зеленского. Пока нет. Когда я скажу, тогда можно будет. Начнут выступать тогда, когда под Зеленским начнет качаться стул. Вспомню вторую фамилию Тимошенко, я имею в виду. Она в этом раскладе как сегодня выглядит и что она хочет? Кроме очевидного. Юлия Тимошенко сделала легкий старт, обозначила позицию о том, что надо бы договариваться. Потом увидела, что переговорный процесс застопорился и опять ушла в нирвану, да, пряталась. Почему? Потому что у нее есть своя ниша, она сотрудничает с властью. Власть позволяет бизнесменам, связанным с ней, зарабатывать в определенной нише. Их не трогают. За это в обмен Юля, она занимает согласованную позицию в оппозиции. Да. Легкая критика, которая ни на что не влияет, такая. по большому счету. Да, да. И Тимошенко, и Порошенко вцепятся в Зеленского тогда, когда стул под ним качнется хорошо. Так уж получилось, что поскольку я отвечал за противодействие Майдану, так получилось. После того, как я занимал определенную роль у меня была в 2004 году, поэтому меня пригласили в 2014. И, в общем-то, я этим же занимался противодействием Майдану. И я имел доступ к самой закрытой информации, которая собиралась во время Майдана. Как милиция, так и служба безопасности. Служба безопасности, конечно, было интересно. И очень интересные были материалы. Я не все могу рассказать, некоторые просто неприлично. Ответственный сотрудник, он отвечает за кандидатом в президента, а их было не так много. Возможные соперники Януковича. За каждым велась слежка, прослушка, собиралась папочка, и я эти папочки в руках держал. Там надо было следить не только за возможным кандидатом, но за его друзьями и за половыми партнерами. Так вот, у Кличко, что меня поразило, у него брат особенный, это понятно, за ним тоже следили. Альтернативный, да, можно сказать. Папочка. Такая серенькая, старая, картонная папочка, на которой Штемпелем. дело номер Д, там, с штемпелями точно, вот такой вот почерк. Все это машинка типа Ятрани, все это сделано. Это личное дело его деда. Фамилию просто я не запомню, она была очень сложная. Это еврейская фамилия. Он работал в НКВД. И представляете, он был настолько ценный сотрудник,
настолько преданный делу, что он прошел через все чистки. Вы же помните, вот старых НКВДистов, евреев практически не осталось. Там было несколько волн зачисток. И последнее, чем он занимался, он боролся с бандеровцами. Это вот такое вот. У Порошенко было дело об убийстве его брата. Мы подозревали, что он его убил, и это все было, все эти материалы. Чуть позже они уже попали в интернет, но гораздо позже, чем я их видел. Брат, который сделал основное состояние его семьи, да, отца и его, там был очень талантливый брат. Кличко считается представителем Германии. Вот она изначально, кстати, и Германия приложила тогда очень большие усилия, чтобы именно Майдан был успешен. Именно потому, что считали, что придет к финишу их кандидат. Но он много времени провел в Германии, говорит на немецком языке. Не знаю, насколько хорошо, но говорит. Это его плюс и минус. Это не настолько сильный внешний партнер, да, который его может потащить президент. Юлия Тимошенко из Днепропетровска. Я хорошо знаю ее семью. Если смотреть национальность по маме, то она еврейка. Я очень хорошо знаю Антонину, сестру мамы. Очень приятная женщина. Русскоязычная, выросшая в Днепропетровске, в русскоязычном Днепропетровске. Она в какой-то момент времени, когда ее поднял из бухгалтера Павел Лазаренко, тянул в политику, и Павел Лазаренко вступил в клинч с Кучмой, она сделала правильный выбор. Правильный почему? Потому что она резко стала прозападной. Запад, всех, кто выступает за Запад, поддерживает и защищает. Не дают посадить, не дают разорвать. Она буквально очень быстро приняла такое решение. И выучила я украинский язык, и вперед Дорошенко. Он основатель партии регионов, один из соучредителей, да. Партия регионов. Вместе с Владимиром Рыбаком они ее, и, по-моему, Семеноженко организовывали. Он был у оранжевых, потом был в правительстве Януковича. В общем-то, он кульбитов за свою жизнь, очень много всяких у него было. Я проиллюстрирую мысль о том, что в жесткую оппозицию к власти лучше всего уходить из власти. При Кучме, когда была первая оранжевая революция в 2004 году, Порошенко буквально каждый день ездил к Кучме. С одной стороны. С другой стороны, он возглавлял группу депутатов, оранжевых депутатов, которые творили всякие бесчинства. У нас неприкосновенность была в тот момент времени депутатов на высшем уровне. И поэтому группа депутатов с оранжевого лагеря под руководством Тимошенко врывались в ЦВК, там блокировали работу, устраивали драки и так далее. Я со своей стороны возглавлял такую же группу в партии регионов, неоднократно спускал Порошенко с лестницы, таскал его за галстук, да, у нас были хорошие Шел нормальный отношения, политический теплые. процесс. Шел нормальный политический процесс, да, точно. Вот. Но при этом он каждый день приезжал к Кучме и рассказывал. Я специально пошел в лагерь оранжевых для того, чтобы иметь внутреннюю информацию, Леонид Данилович, и вам ее доносить. Сорвался бы переворот, если бы Кучма каким-то образом, а были такие предпосылки, что была такая точка зрения, что Кучма тогда столкнул Ющенко и Януковича и планировал сказать, не получилось вам сделать выборы, да, вот вы какие, тогда я продолжаю оставаться у власти. Порошенко был бы просто в шоколаде с Кучмой. Но Кучма ушел, Порошенко пришел во власть вместе с Ющенко, и с Юлией Тимошенко они поругались, поссорились, начали делить власть, потому что Ющенко фактически не управлял страной, управляли Тимошенко и Порошенко. Двое, это не один, был конфликт. Порошенко обвинили в коррупцию, было за что обвинять, и выгнали с позором из власти.
тот момент Порошенко проиграл, и я считал, что он никогда больше не сможет подняться, потому что, ну, так вот вообще, с таким позором, это было так, это все. Че поднялся? Когда была вторая революция, достоинство, да, 2014 год, я приезжаю, например, к Андрею Клюеву. Он руководитель СНБО, приемный Порошенко. Здороваясь с ним, прохожу к Клюеву. Выхожу, заходит после меня Порошенко. Еду в администрацию, мне надо было главе администрации. Заезжаю к Сергею Левочкину, захожу, выхожу, приемная Порошенко. Еду на громадское телебачення, громадское телевидение, и опять встречаюсь с Порошенко. Если вы помните сцену, когда на тракторе въезжали в бойцов внутренних войск солдатиков 18-летних перед администрацией. Мгм. И Порошенко влез на трактор, и первый раз пели песню вот эту «Ла-ла-ла-ла-ла-ла» против Порошенко. Это было почему? Потому что когда Порошенко пришел к Клюеву, тот говорит: ты посмотри, штурмуют администрацию, поедь, ты ж там их знаешь, попроси, чтобы, ну, смотри, пацаны 18-летние, там внутренние войска, это же не ОМОН стоит. И тот приехал, да, он влез на трактор, он пытался остановить эту толпу. И при этом был полностью в лагере оранжевых, участвовал в совещаниях, получал оттуда информацию, что-то доносил Клюеву, что-то рассказывал Левочкину, был в этом всем движении. Кто бы ни выиграл, он в дамках. И потом он же не был организатором Майдана. Организатором были Яценюк, Кличко, Технобок. Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, Порошенко метался между двумя лагерями. То, что вы сейчас описываете, заставляет меня подумать, что у него есть ощущение, что он может этот номер провернуть еще разок. И так что он сделал? Он великолепно говорит на английском языке, он был министром иностранных дел. И когда Байден проводил собеседование, президентом должен был быть Кличко. У него были самые высокие рейтинги среди всех лидеров протеста. Он поговорил с Кличко, говорит: слушайте, он больной, у него болезнь Альцгеймера. Ну как, куда ему президент? А тут выходят сладкий Порошенко, который просто рассыпался в комплиментах на английском языке. Вот готовый президент. И он мне пообещал, что он все будет делать как нужно. После этого в Австрии собрались Фирташ, спонсор фракции Кличко, Левочкин, один из организаторов, который стоял за Кличко, и Порошенко, и Кличко. И сутки уговаривали без перерыва на сон Кличко отказаться от президентства, которое лежало у него в кармане. Уговорили. Порошенко пообещал разделить все 50/50. Виталий, ты мне только поверь, посмотри мне в глаза. Ты только числиться будешь мэром. На самом деле ты будешь президентом, а я буду только числиться президентом. Ну, естественно, вот как только Порошенко стал президентом, он все это забыл, и Кличко так и остался мэром. Потихонечку выдавили его людей отовсюду. Но важно не это, важно, когда он начал проделывать тот же кульбит России, мы все, кто знали Петю очень хорошо и близко, мы все понимали, чем это закончится. Петр Порошенко убеждал, у него был посол Российской Федерации, его друг и товарищ. Были еще у него знакомые хорошие в российском истеблишменте. Он убедил в том, что я только числиться буду, как американский. На самом деле мы все это закончим, и все. Ну как мы будем воевать с русским народом? Мы ведь братья. Вот такая была история. И поэтому Россия была страна, по-моему, первая, но если не первая, то одна из первых признала президентство Порошенко. Угу. Порошенко выстроил отношения с демократами. Очень плотные отношения. Они помогали демократам организовывать импичмент против Трампа. И Зеленский тоже выстроил отношения с демократами. В первую очередь, конечно же, он выстроил отношения с Великобританией, но и с демократами.
Поэтому у них, с одной стороны, один электорат, одни лозунги. Порошенко не имеет шансов сейчас выиграть. Вот в данный момент он вряд ли выиграет. В общем-то, и Зеленский тоже не имеет шанса выиграть. Они могут выиграть только в условиях сохранения диктатуры. Все запредельные рейтинги Зеленского, которые сейчас показывают, Мгм. это следствие того, что в стране нет демократии, нет свободы слова. Один телемарафон, работает СБУ, десятки тысяч политических заключенных, ни одного представителя политикума, который выступает за прекращение войны. Ни одного. На свободе. Нет. В тюрьмах есть и депутаты, которые выступают за прекращение войны на Украине, либо за пределами Украины, либо в тюрьмах. Если дали возможность появиться хоть одному представителю партии мира в публичном пространстве Украины, то у него было бы большинство. Порошенко и Зеленский — это братья-близнецы. Ну, они выглядят по-разному, но обратите внимание, и Порошенко, и Зеленский призывали к миру, и на призывах к миру стали президентами, и потом стали сторонниками войны. То есть вот эта ниша партия войны, она, несмотря на все рейтинги, она где-то 20%. Она доминирует только потому, что ее сторонники очень активны, и потому что всех остальных сразу зачищают. Пассивное большинство всегда выступало на Украине за мир, а сейчас тем более, когда ужасы войны становятся все сильнее. То есть опытные политтехнологи говорят о том, что в таких вот условиях выяснять точку зрения людей надо, задавая множество косвенных вопросов. Это если стоит задача выяснить реальное настроение. А если ее нет, а стоит задача положить Зеленскому красивый отчет, какой у него супер рейтинг на стол, то вот такие вот опросы и проводятся. При этом сознательно упускают в отчете цифру, сколько людей отказалось отвечать. А мне на Украине говорят, что доходят до 80%. Вот эти 80%, которые боятся и не хотят заявлять свою точку зрения.